Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. У меня для вас новость. Один из моих мастер-классов можно не только посмотреть в формате видеоролика на YouTube, но и изучить в печатном виде в газете «Толока. Делаем сами». В 22 номере за 2023 год опубликовали мастер-класс по пошиву таких замечательных прихваток. Интернет – это интернет. Сегодня есть, а завтра нет. А печатная газета всегда под рукой. А сегодня мы займемся лоскутками. Для сегодняшнего проекта нам нужны совсем небольшие кусочки. У меня полоски шириной 6 сантиметров, а длиной 15, но у вас могут быть свои размеры. Точно так же вы можете подобрать и свою цветовую гамму. А мне захотелось немного порисовать лоскутками, сделать переход от зеленого к синему через светло-голубой, как будто это цветущий луг, а над ним ясное небо. Когда мы довольны раскладкой, можно приступать к соединению деталей. У нас 40 полосок. Естественно, будем выбирать самый быстрый и экономный способ. Сшивать их будем вертикальными колонками. Сначала сложим вместе, лицом к лицу, все детали из первой и второй колонки. Соберем их стопочкой. Всю стопку перенесем к швейной машинке и начнем сшивать по коротким сторонам. Детали шьем одну за другой. Строчка мелкая, крепкая. Закрепки в начале и в конце каждой детали обязательны. Никаких промежутков между деталями не делаем. Шьем гирляндой. Закончили колонку, перешли на кусочек вспомогательной ткани. Экономим нитки, время, деньги и нервы. А уже после этого приступаем к работе над следующими двумя колонками. Уже отшитую гирлянду отсоединяем, расправляем, разглаживаем швы, можно даже ногтем пройтись. А потом сшиваем вместе две готовые гирлянды. Если боитесь запутаться, то можно заколоть места швов булавками. Когда все отшили, разворачиваем нашу заготовку. Швы тщательно расправляем, и перед дальнейшей работой надо еще пройтись утюгом. Сами видите, что все держится на швах, на соединительных нитках. Нам остается только сделать швы по горизонтали. При работе за швейной машинкой следите за тем, в какую сторону направлены припуски в местах стыковок. Старайтесь, чтобы не было лишних утолщений. Если вы все делали правильно, и когда отшивали гирлянды, не делали между деталями лишних стежков, то все уголочки у вас должны совпасть автоматически. Готовое полотно тщательно проутюживаем с паром. А теперь немного пофантазируем. Сделаем из бумаги шаблон лепестка и приготовим немного ткани. Для работы нам еще понадобится клеевой флизелин. Его мы уложим клеевой стороной к лицевой стороне ткани. Заколем булавками и нарисуем контур лепестков, оставляя припуски на швы. Еще нам будет нужна ярко-желтая ткань для серединки и зеленая для листьев.
На швейной машинке прошьем все детали по контуру. Закрепки делаем обязательно. Строчка мелкая и крепкая. Готовые детали вырезаем, от линии шва оставляем небольшой припуск. По контуру делаем надсечки. Дальше немного надрезаем флизелин и выворачиваем наши детали. Здесь надо работать очень аккуратно. Заготовки мелкие, флизелин тонкий, можно и порвать. Самое интересное, что у готовых деталек клеевая сторона флизелина оказывается снаружи. Когда все детали готовы, приступим к дальнейшей работе. Погадаем на ромашке, выкладываем лепестки, намечаем расположение листочков. Потом всю раскладку аккуратно перемещаем на мини-гладильную доску и все фиксируем горячим утюгом. А уже после этого можно пришивать наши детальки на швейной машинке. Видите, какие мы изобретательные мастерицы. У нас получается аппликация с закрытым срезом, и мы ее сразу же зафиксировали на ткани. Все детали прошиваем по контуру. Можно сделать еще дополнительные швы. На листиках и лепестках нарисовать жилки. Лапка у нас в работе самая простая. Шьем прямым и обратным ходом. Ничего сложного в этом нет. Прошили лепестки, закрыли серединку желтым кружочком. И готова у нас очень интересная заготовка. Первоначально думала на этом закончить работу, оформить как декоративную подушку, но теперь мне хочется придумать продолжение, сделать рамочку, еще увеличить размер. Пусть это будет панно или серединка детского одеяла, но это уже
совсем другая история. А вы ставьте классы, пишите комментарии. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!